мы сейчас видим, как происходит просто коррозия. Что вы можете сказать об урбанистике в постсоветских городах? Мы, как горожане, имеем полное право решать, каким должен быть город. Поэтому произошло другое, произошла деградация советского наследия. А почему нужно переименовывать районы улицы? Почему нужно сносить памятники? У горожан нету как бы вот этой возможности самим решать, как должна происходить жизнь в городе, потому что... Как СССР вообще повлиял на формирование городов и изменение образа жизни людей в этих городах? Не все советское, колониальное. Никто не должен решать за нас, где нам жить, как нам жить. Если мы не будем, в общем-то, иметь право на все это, то мы не будем иметь права на идентичность. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Одеколон». Сталинки, памятники Ленину, названия улиц и районов — это все, что, возможно, объединяет города бывших стран Советского Союза, но мы живем в этой среде и никогда не думаем о том, как это на самом деле влияет на нашу жизнь. Поэтому сегодняшней темой нашего обсуждения будет то, как урбанистика влияет, и что она для нас значит, и как она на нас влияет. И в целом тема будет называться «Деколониальная урбанистика». Поэтому добро пожаловать на подкаст «Одеколон». Сегодня у нас в гостях Темиртас и Тигран. Можете, пожалуйста, немного, наверное, рассказать о себе, чем вы занимаетесь? Да, добрый день. Меня зовут Тигран Амирян. Я занимаюсь исследованиями социальных и культурных явлений и работаю в Ереване, в Армении. И организация, которую я основал в 2018 году, так и называется Cultural and Social Narratives Laboratory, то есть CSN Lab сокращенно, да. И мы делаем разные исследования, но в основном основное наше направление — это memory studies, то есть мы изучаем память. И в нашей этой перспективе исследования памяти, наверное, самую большую часть занимает исследование урбанистической или архитектурной памяти, или памяти городской среды. Мы издали несколько книг о памяти вернакулярных районов Еревана, о памяти одного из старейших районов в Стамбуле. Также сейчас только-только вышла в свет книжка о реке, которую закрыли в 2008 году. И мы сделали, река называется Гетар память реки. И прочее. Очень интересно, спасибо. Меня зовут Темиртас Искаков, я из Астаны. Я архитектор, исследователь, культурный активист. Но из-за того, что у меня архитектурное образование, и я долгое время работал практической архитектурой, занимался. Сейчас я уже не занимаюсь практической архитектурой, не проектирую, но я больше изучаю, скажем так, связь архитектуры, истории, визуальной идентичности в казахстанских городах. И в целом мы говорим о наследии, о том, что такое наследие, изучаем памятники и районы, которые официально не признаны, или там здания, которые официально не признаны памятниками. И говорим об их истории, об их роли в городе. И вот через ретроспективный такой анализ и исследование мы как бы говорим о том, что сейчас, да? В первую очередь в Астане, конечно же. Что вы можете сказать об урбанистике в постсоветских городах? Какая она? Урбанистика такой очень собирательный, да, термин, потому что есть разного рода урбанистика. В целом, если говорить об городских исследованиях, об вообще этом направлении, то в Казахстане
Можно сказать, наверное, последние 7 лет мы говорим о том, как должны развиваться города, потому что мы уже пришли к этому моменту. И, наверное, ситуация похожа, потому что, например, наш проект, который я с 2019 года, которым занимаюсь, это Fading C, называется. Fading — это исчезающий, C — это референс к бывшему авиакоду города, потому что Астана с 98 года город называется, но до позапрошлого года авиакод по-прежнему был C, референс к Целинограду. Я могу сказать в основном про казахстанскую урбанистику, про то, где-то 7 лет назад гражданская урбанистика как направление, да, гражданского активизма, профессионального такого активизма, она сформулировалась, и таким одним из локомотивов стали наши партнеры и коллеги в Алматы. И таким толчком к разговору вообще о городе, о наследии, о памяти стало в первую очередь как раз снос разных советских зданий в том числе. И у людей появилась потребность говорить о том, как города должны развиваться, что есть наследие, какие должны быть общественные пространства. В Астане с 2019 года я веду проект Fading C. Мы говорим в первую очередь, наверное, когда мы говорим об урбанистике, мы стараемся показать людям и рассказать людям и вовлечь людей в такой реализацию своего права на город, потому что города по такой как бы советской еще традиции, да, они воспринимаются как какое-то общее пространство, за которое ты не отвечаешь. И в Астане это особенно актуально, потому что Астана как мегаполис, она за последние 25 лет выросла, да, с 200 тысяч населения до 1 200 000, да, сейчас в Астане. И, соответственно, конечно, у людей теперь уже астанчан появилась потребность, что вообще такое город, как... Это много, то есть это и транспорт, это и архитектура, и общественные пространства, и культурная инфраструктура, и и историческая среда, да, города. Поэтому связь всех этих проблем для многих людей она не очевидна. Люди, когда стоят в пробках, они думают, что это как бы, плохой менеджмент города, но это как раз-таки недостаток, да, скажем так, знаний о городе, о том, как они должны работать, и применение всех этих знаний на деле. Мы с 2019 года обращаем внимание на это, и сейчас уже почти во всех городах Казахстана есть свои гражданские урбанисты, которые в том числе активно работают с органами местного управления. И я думаю, что этот критический момент, он как раз критическая масса растет. Ого. Очень круто. А что насчет Еревана? На самом деле, я думаю, что в Ереване и в других постсоветских странах и городах, да, происходят очень похожие процессы, протекают. И в Ереване происходит то, что можно назвать, наверное, активной или агрессивной джентрификацией, то есть очень быстрыми темпами уничтожается то наследие, которое досталось нам с советского периода и до советского периода, и все это уничтожается с каждым днем. И, к сожалению, основной тип урбанистического активизма — это попытка защитить те или иные здания, которые являются или являлись в свое время культурным наследием. И, к сожалению, нужно сказать, что Ереван, как такой советский городской проект, возникший в 20-е годы, да, до этого он тоже был Ереваном, и он был городом, да, и у него был своеобразный колорит, и была своеобразная инфраструктура, может быть, не такая богатая и не настолько человек, проживание стольких людей рассчитанное, да, в свое время. И советские власти, советские архитекторы, урбанисты, они, конечно же, очень сильную травму нанесли городу и городской среде, выстраивая этот новый конструкт советского города, который мы унаследовали.
И так как тема вашего подкаста деколониальность, нужно сказать, что в общем и целом деколониальности как рефлексии, да, такой городской среды, к сожалению, у нас оно не произошло. Также и не произошло во многих других городах бывших советских республик. Да, то есть вот мне немножко даже известна ситуация в Казахстане, известна ситуация в Грузии и других городах. У нас не произошла вот эта необходимая для нас всех деколонизация, да, вот осознание городской среды. Поэтому произошло другое, произошла деградация советского наследия, и мы сейчас видим, как происходит просто коррозия того, что мы унаследовали у Советского Союза. И совсем недавно мы реализовали деколониальную школу, во время которой, наверное, после языка самым главным топиком, да, темой была архитектура и городская среда. И нужно сказать, что основная задача всех экспертов, когда они говорили про город и городскую среду, основная задача была объяснить аудитории, что не все советское колониальное. И это очень важно понять, потому что колониальным, наверное, можно назвать то, что несет советскую идеологию в себе, да, идеологию подчинения населения, идеологию рационализации пространства, идеологию размещения в этом пространстве людей и их жизненные процессы и прочее, да. Вот, но параллельно с этим или вместе с этим все-таки у нас есть и другие вещи, которые происходили на протяжении этих 70 лет, и возникали совершенно фантастические архитектурные стили, направления, и все это назвать одним словом колониально и отказаться от этого, конечно же, невозможно, и поэтому, в общем-то, к сожалению, да, из-за того, что у нас не было нужной рефлексии над городским пространством, мы имеем вот такое хаотичное уничтожение и деградацию городской среды. Наша лаборатория, мы пытаемся как-то противостоять этому. Мы издали книгу про квартал Фирдус в самом центре Еревана, и название этой книги «Фирдус. Память места», где как раз с помощью этой книги пытались создать новый язык городского активизма, потому что до нашего проекта активизм тоже был, но он был без словаря, можно сказать, да, то есть люди хотели сохранить, но не понимали, как выразить, да, когда городские власти говорят, что это какие-то полугнилые здания, зачем вам их сохранять вообще, да, что это такое, чтобы сохранять, да, почему вы боретесь. То есть мы начали еще и образовательно, можно сказать, процесс о городской среде, чтобы понять ценность и важность вернакулярных кварталов, чтобы понять, что такое идентичность вообще городского пространства, чтобы понять, что такое память места, память городской среды и прочее, и прочее. Вот. И сейчас вот с помощью вот этого проекта о реке, которая была закрыта, мы пытаемся показать, создать как бы такой еще один перекрестный язык про окружающую среду, натуральные ресурсы и отношение к этим натуральным ресурсам в городской среде в советское и постсоветское время. Вот мы подошли, мне кажется, к моему следующему вопросу. Это как СССР вообще повлиял на формирование, наверное, я бы хотела на примерах услышать, на формирование городов и изменение образа жизни людей в этих городах у нас в странах? Да, ну, если говорить про вообще, вот, скажем так, деколониальную оптику и вообще вот этот процесс, например, сейчас в Казахстане, вот, немножко вернусь, да, на вопрос про, вот Тигран правильно начал говорить вообще о топике, да, как бы деколониальность в урбанистике в Казахстане, как и в других городах. Чаще всего, если государство, да, как бы пытается перекроить, да, вот эту вот историю с городскими пространствами, то чаще всего это очень такие изи какие-то жесты в виде переименования улиц,
переименования городов, да, ну вот в Астане 6 раз переименовывали город, причем как раз в советское время начался этот процесс, потому что первое переименование сделал Хрущев, переименовав вот Акмолу, Акмолинск в Целиноград. И эта практика продолжилась уже за последние, получается, 25 лет. Вот мы были Астаной, Нур-Султаном, теперь снова Астана. И ну, здесь важный момент в том, что когда люди думают, что в советское время вот эта советизация городов, вот эта вся культурная инфраструктура, эти кварталы, сетка улиц, которая была активно застраивалась, например, в Астане, что сейчас в Астане как бы существует вот условно старый город, который, да, официальной властью, да, воспринимается как какой-то старый район, который пока вот он свою функцию выполнял. Теперь мы строим Астану новый центр, и сейчас, когда у нас есть возможность, как только у нас появятся деньги, мы будем сносить весь старый город, чтобы застраивать его по такому же, получается, методу, как в советское время проходила урбанизация. Это такая так называемая псевдоурбанизация, да, или слободизация, когда действительно какая-то маленькая группа людей, которые абсолютно такая подчинительная. Вот вы живите здесь, вот в этом спальном районе, искусственно, где нету никакой инфраструктуры и где нет, в первую очередь, культурной инфраструктуры. И, соответственно, если в советское время создавались такие микрорайоны, где рабочие там заводов, да, там фабрик должны были жить, они работали в одном месте, ходили в детский сад в один, в одну школу, и сейчас похожая история в Астане такая же история, по сути, происходит, когда у горожан нету как бы вот этой возможности самим решать, как должна происходить жизнь в городе, потому что это практика по части вот отношения к природным ресурсам такая же очень, скажем так, функционалистская. Но я бы даже сказал здесь про вообще отношение, да, к человеку, к гражданину, к горожанину, потому что если мы говорим про природные ресурсы, про исторический природный ландшафт, то в Астане вот последние 3 года мы пришли, да, к экоактивизму, в том числе в урбанистике. У нас застраиваются сейчас озера природные под лозунгом необходимости строительства жилых кварталов на месте этих озер самых. И, соответственно, это так настолько показательный кейс о том, что мы этот необходимый момент деколонизации, да, городского планирования не прошли, потому что интересно, что в 60-е годы, когда Целиноград рос, тоже искусственными методами, когда сюда на большую стройку коммунизма, да, приезжали со всего Советского Союза, и здесь как бы вот этот город строили, вот эти нарративы хрущевские, да, что молодому городу Целинограду там нужно строить очистные сооружения, то вот эта территория, где традиционно проживали казахи, например, которые тысячелетиями эти озера сохраняли, пользовались этим ландшафтом, жили в сосуществовании с ним. В 60-е годы оттуда людей, которых в 30-е годы искусственно посадили в эти стационарные аулы, да, сделали из них поселки, их потом в 60-е годы выселили оттуда, то есть их оттуда выселили, расформировали эти аулы, чтобы построить там накопитель, испаритель сточных вод. И, соответственно, там остались эти кладбища, то есть от этих поселков остались кладбища. И сейчас уже спустя 30 лет нашей независимости в Астане сейчас застраиваются эти опять озера, и опять люди, которых когда-то выселили, их родовые кладбища, они сейчас под угрозой исчезновения. То есть им не в советское время не давали возможности жить в том месте, где они хотят, и посещать, да, могилы своих предков условно. Не сейчас, потому что теперь на месте бывших очистных там сооружений и вообще на месте природных озер будут просто очередные вот большие муравейники, где люди будут вынуждены покупать квартиры, потому что все хотят жить в мегаполисе. И вот процесс осмысления, он совершенно как бы сейчас
никак не идет. То есть гражданское общество осмысляет эти моменты, а, к сожалению, decision-makers, они вообще оторваны от реальности и, по сути, продолжают такие же, если не колониальные, то вот именно такие директивные очень, оторванные вообще от каких-то обоснованных решений вот эти вот практики. Ну, во-первых, нужно сказать то, что коллега отметил про озеленение. Это действительно есть какая-то синхронизация даже 20-х и 20-х, да, 20-го и 21 веков. И не только 20-х, потому что хороший пример даже не Тбилиси, Алматы, Астана, а очень Ереван, а Тбилиси хороший пример, потому что у меня было одно из моих исследований первых про городское пространство, это был Тбилиси, где я пытался показать, что под предлогом озеленения в свое время советские власти бесконечно взрывали этнические кладбища разные, чтобы сделать, в общем, моноэтнические столицы, да, что вот в Ереване живут только армяне, в Тбилиси живут только грузины, в Баку живут только азербайджанцы, что было не так, конечно, регион был достаточно хаотичным. Вот, и взрывая кладбища, на их месте выстраивали бесконечные сады и парки. И вот даже ботанический сад в Тбилиси — это бывшее кладбище мусульманское. И дело в том, что вот Тбилиси хороший пример отсутствия такой деколониальной политики у наших стран. Почему? Потому что когда в 90-е уже все стало понятно, вроде бы, да, все, Советский Союз закончился, новые власти постсоветские не стали говорить о том, что здесь взорваны кладбища и на их месте фейковое озеленение, а построили пантеоны. Пантеон известных личностей. Вместо армянского кладбища пантеон известных армян, вместо азербайджанского кладбища пантеон известных азербайджанцев. То есть стирание памяти обычных людей в городском пространстве заменилось создаванием вот этих мест памяти известных, знаменитых людей, да, что совершенно как бы разные вещи на самом деле. То есть это травмы, которые нанесены нашим городам и до сих пор не артикулированы. И еще одну вещь, которую я бы хотел добавить, вот относительно перемены имен, не всегда смена имени на пространство, да, приводит к деколонизации или деколониальному видению этого пространства. И вот если мы говорим про Ереван и про Армению, здесь еще нужно сказать, что наши города, еще вот политическая, да, как бы действительность очень важна. К сожалению, у нас, в общем-то, имена менялись только, если я не ошибаюсь, по одной причине, потому что сразу после распада Советского Союза начались конфликты, и названия улиц менялись в Баку и в Ереване, просто отменяя вот эти дружественные некогда в советское время, да, то есть в Баку стерлись абсолютно все армянские названия улиц, в Ереване стерлись все азербайджанские названия улиц. То есть вот эту историю урбанизма, да, показывает еще историю конфликта. Вот, и это тоже достаточно серьезная травма для людей, которые живут в этом городе, потому что одно поколение привыкает к такому названию, потом приходит другое поколение, которому приходится объяснять, почему это название поменялось, да, и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что в Казахстане тоже можно найти таких примеров, но не столько связанных с этническими конфликтами, сколько связанных с новыми политическими, как бы, путями, да, которыми идут наши страны. Вот. Ну, мне кажется, что в Кыргызстане с этим все гораздо сложнее и, может быть, даже хуже, потому что у нас даже названия улиц, районов, они все еще очень-очень советские, и даже когда речь заходит о том, чтобы давайте поменяем эти хотя бы названия, ладно, пускай этот памятник Ленину стоит, но даже вот об этом, когда мы говорим, это очень негативно встречается с людьми. И у нас очень много все еще стоят памятников, которые не сносят, например. Я знаю, что в многих других городах и странах постоянно поднимается вопрос о том, чтобы убирать эти памятники, у нас они очень редко поднимаются. И в целом, как нужно людям понять, почему это для нас вообще важно? Как тогда, как можно объяснять людям, как это влияет на нас, на нашу жизнь сейчас? Почему
почему то пространство, в котором мы живем, оно на нас имеет, то есть влияет на какую-то нашу повседневную жизнь. Кто первый? Вообще без разницы. Ты Вертас? Вопрос, как объяснить людям, или даже почему не как нужно объяснить. Почему это важно? переименовывать, да, такие символические жесты. Почему нужно переименовывать районы улицы, почему нужно сносить памятники, или, может быть, есть какое-то другое мнение, что не нужно, почему важно, я не знаю, перестраивать какие-то дома, потому что вот эти советские очень неудобные серые дома, они, по сути, просто организовывали людей, чтобы больше людей можно было вселить как можно в меньшее пространство, и они просто несли себе функционал, но они, по сути, не для людей. Важно, чтобы город был для людей, чтобы люди были счастливы. То есть, да. Если про переименование, вот опять же коротко, то у нас с переименованием, мне кажется, должен быть такой осмысленный тоже подход, потому что, к сожалению, например, в Казахстане, у нас как подошли, у нас все проспекты Ленина фактически во всех городах переименовали в проспект Абая. И все практически памятники Ленина заменили на памятник Абая. Но сам, например, вот подход, он тоже такой очень, скажем так, советский, можно сказать, потому что даже вот величина, высота постамента, да, на памятниках Абая, она практически такая же, как... То есть он символически просто заменен один символ на другой, который как бы люди не выбирали, не осмысливали, не принимали, да, коллективно решения. И с памятниками, мне кажется, какого-то прям однозначного ответа правильного нет, потому что есть вообще как бы дефиниция, да, памятника, или там наследия. Проблема в том, что в Казахстане, как и во многих, наверное, странах, как таковое на законодательном уровне дефиниции наследия ее нету фактически. Нету никаких критериев ценности. То есть деколониальность условная, как бы вот этот вот момент, да, обретения независимости в 90-е, кроме переименования, еще же есть официальный, да, способ признания каких-то зданий или мест, или памятников, скульптуры, да, объектами наследия являются государственные списки, там, памятников истории и культуры. В советское время, в смысле в 90-е, просто все, скажем так, очевидно советские памятники исключили из этих списков, раздражающие символы в виде Ленина убрали, либо их полностью вообще демонтировали, либо вот есть примеры, например, в казахстанских городах, в том же Атырау, их как бы в одном парке или в одном райончике так собрали, то есть там бывшие все вожди, там обычно памятники Ленина, там Кирова, они вот так стоят, что, на мой взгляд, является такой, как бы скажем, такой полумерой, с одной стороны, а с другой стороны, очень лайтовым таким вот переходом, потому что, когда мы говорим про право людей, да, на вот эту практику памяти, мы в то же время не должны лишать значительную часть населения как бы вообще права, если хотят люди ходить там, ложить гвоздики, да, раз в год на памятник Ленину, пусть он там где-то стоит, пусть люди туда ходят условно, но это их право на самом деле. И вот тут однозначно такого как бы момента нет, потому что для людей право, да, на город, право на память, она ключевая. И в Астане вообще весь мой, скажем так, профессиональный активизм культурный начался с того, что у нас монополия на право у официального, у Акорды, да, там какие-то люди сидят, которые пытаются теоретизировать где-то, давайте теперь так сделаем, давайте там теперь... И вот этот вот нарратив о том, что Астана — это город, построенный в голой степи, там, по воле Ельбасы, да, первого президента Казахстана, он до 2019 года очень прям, как бы артикулировался. И это, конечно, неправда, потому что даже на левом берегу Астаны, конечно же, где это не была... Вот понятие «голая степь» — это же очень такой имперский, колониальный термин, который как бы отрицает, обесценивает вообще, как бы всю историю, да, Великой степи. При этом и официально Казахстан, Астана называется столицей Великой степи. Так что здесь такой подход, он...
Я думаю, он должен решаться коллективно, он должен решаться за счет общественного участия, но вот эти механизмы общественного участия, так же как и критерии ценности, да, каких-то объектов, они вообще не сформулированы на бумаге, что самое главное должно быть прописано, ну, вот моменты, да, как можно включить объект в список памятников и по каким критериям он должен быть исключен, например, потому что это все так вот, как придет в голову кому-то, и все. Что думаешь? Я думаю, что город и городское пространство — это наша идентичность, и когда мы говорим о наших идентичностях, да, вот в контексте деколониальности, мы должны говорить и о пространстве, которое мы построили и в котором мы каждый день живем, да, и своей собственной жизнью как бы это пространство прописываем. И, к сожалению, если в советское время мы имели городское пространство, которое выстраивалось вокруг идеологии, в постсоветское время часто мы имеем городское пространство, которое выстраивается не вокруг идеологии, но при этом и не имеет идеи вообще. К сожалению, единственная идея, которая есть сейчас в наших городах, это деньги и способ зарабатывания, иногда быстрого зарабатывания на стройке новых домов, жилых комплексов и прочее, и прочее. И вот если в Казахстане никак не регулируется процесс внесения в памятники культуры, да, тех или иных зданий, то в Армении есть обратный закон, что очень плохо, закон если дословно перевести, о сверхвыгоде, да, об общественных вот территориях, которые, к сожалению, городскими властями все время применяются к тем или иным неудобным районам. Вот не нужно вот здесь построить что-то, можно признать это здание с вот этой социальной сверхвыгодой, а это еще и запрещает, собственно, даже ремонтировать это здание людям, которые живут в этом здании, пока это здание само не разрушится, и тогда можно на этом месте что-то новое построить. Смотрите, получается, пока мы не деколонизируем, ну, скажем, городскую урбанистику, она будет... У меня такое ощущение просто по вашим разговорам сложилось, что она будет продолжать быть колониальной, потому что вот эти механизмы, которые использовались во время СССР, они все еще продолжают использоваться. То есть мы можем думать, что мы деколонизировались, что все хорошо, новые дома строятся, новые памятники ставятся, но по сути техника, по которой наши города продолжают расти и развиваться, она остается колониальной очень часто. Но она не то чтобы колониальная, я бы сказал, что если мы имели колониальный город, да, то есть советский город, который подчинял людей, которые жили в этих городах, то мы имеем неоколониальный город, где деньги подчиняют ритм нашей жизни и решают, кто в каком здании и где должен жить. Да, это такая тоже искусственная своего рода сегрегация возникает, ну вот уже экономическая по большей части, то есть здесь нету таких, если, например, там в колониальный период, да, там до революции условно были, ну прям там мещанская территория, то есть где жили только купцы, например, на этой улице могут жить купцы первой, второй гильдии, да, соответственно, среди купечества очень был маленький процент казахских купцов, потому что, ну, так сложилось, да, так было выстроено, получается, вот эти экономические взаимоотношения, и там, то есть казахи в городах могли жить только вот в самых экономически неуспешных районах, но именно потому что они вообще, то есть, не были включены в городское пространство, не могли там реализовывать себя. То есть здесь у нас, конечно, сейчас возникает такая ситуация, что, опять же, люди, которые приезжают в города, они, если не могут себе позволить, то они живут также на этих же самых районах, да, там в Алматы это ниже, да, там определенные улицы, в Астане это чаще всего сейчас приезжие, а Астана на протяжении всего вообще всей истории города, это город приезжих,
Но сейчас приезжие, они чаще всего, если они не могут себе позволить купить квартиру или арендовать квартиру в, скажем так, хорошем, да, там, жилом комплексе, то у нас в 90-е и в начале 2000-х люди сейчас живут на дачах бывших, то есть бывшие советские дачи, они стали постоянным местом проживания людей, то есть сформировались целые такие кварталы, где эти люди живут, и там, конечно, никакой инфраструктуры нет. И здесь, опять же, возникает вот этот социальный конфликт. То есть вот этот момент именно диктата девелопера сейчас, они у нас срослись, скажем так, в таких объятиях смертельных с исполнительной властью, да, которые тоже имеют интересы, да, и возникает вот этот момент, что где и как людям жить, об этом думают, сейчас об этом не думают. То есть сейчас главное построить дома на там, озерах, на кладбищах, продать эти квартиры, а то, как люди там будут жить, как эти дома потом будут на этих озерах, например, построены быть, об этом будут решать уже не мы, там, не девелоперы будут нести ответственность, а уже разберутся там сами уже. Такой вот подход, он, конечно, очень еще хуже даже в какой-то степени, чем советские, потому что там этот момент, например, где-то регулировался, более регулировался, чем сейчас. Вот сейчас, скажем так, вот этот вот диктат вот этих проектных институтов в советское время, он хотя бы вносил какую-то экспертность, может, именно в индустрию, да, там, в строительство. То есть сейчас архитекторы в Казахстане, я не знаю, как в Армении, но экспертное сообщество тоже получается отстранено от принятия каких-то важных градостроительных решений, например, в принятии там генерального плана, да, то есть генеральный план, который принимается на несколько лет вперед, он принимается вот секундно, то есть людям даже эксперты не могут вообще ознакомиться с тем, что там будет, вот. Поэтому такой момент, он, скажем так, еще в какой-то степени хуже. То есть... Наверное, потому что застройка монополизирована, да? Да, поэтому конечно. уже не имеет смысла там. Да. Экспертное сообщество не нужно там. Да, конечно, зачем? И так, позовем эксперта, который подпишет все и все. Раз уж мы уже обсудили все вот эти негативные последствия и то, как это работает, то что мы можем сделать, чтобы деколонизировать наши города, чтобы нам стало в них счастливее жить? Здесь важно понять, что город и городское пространство — это не то, что государство тебя должно, то есть... Наверное, в какой-то момент должен произойти вот как бы осознание того, что город и городское пространство — это не кто-то должен тебе это условно построить и сказать тебе, что здесь хороший квартал, живите, вам здесь можно жить, а то, что город — это живой организм, и мы, как горожане, имеем полное право решать, каким должен быть город? Должен ли он быть человекоцентричным или он должен быть автомобилецентричным? Да? То есть это ответственность в какой-то степени, осознание вообще своего права и своей ответственности за этот город. Потому что когда у нас обычно даже мои друзья любят жаловаться на то, что там как все плохо в Астане, я всегда говорю, а вы что, как ты пытался участвовать в этом? Потому что ходил ты на митинг, например, да, там против, или ты ходил на общественное обсуждение, да, там, или ты требовал общественного обсуждения касательно того, что происходит даже просто в твоем районе. Вот. К сожалению, мало людей об этом задумывается. Сейчас каждый задумывается о том, как заработать деньги, опять же, и это самоцель у многих. Я не могу, я работаю, там, типа того, обычной отговорки. Или, разве можно что-то изменить? И здесь, наверное, как раз нужен оптимизм. Они, как и в любом активизме, да, такой урбан-активизм, он должен, конечно, это для оптимистов и для людей, которые не перестают бороться за справедливость, в том числе за справедливость, за справедливый город. Вот концепция справедливого города, наверное, должна быть тоже идеей, в какой-то степени национальной, да, идеей в наших городах. Да, я думаю, что
Деколонизация — это достаточно сложный вообще вопрос, не только для города, вообще для всего, да, деколонизация языка, деколонизация памяти и прочее, но прежде всего мы понимаем, что нашим городам нужна в первую очередь демократизация, да, то есть нам нужен город, где есть равный доступ у всех социальных слоев, и нету сегрегации, нету иерархического распределения городского пространства. К сожалению, почему я говорю, что колониальное прошлое мы заменили неоколониальным настоящим, потому что, к сожалению, мы отдали в руки бизнесу, да, который хаотично все может снести, построить, не учитывая именно вот участие людей, да, и решения, к сожалению, до сих пор принимаются иерархично, что достаточно неправильно. Когда принимаются решения вот так по иерархии, да, сверху кто-то один решает, и все должны подчиняться, и распределение пространства происходит такое иерархическое, то нарушаются наши культурные права. И вот ты сказал про право на память, это замечательное выражение, которое вот пытаюсь уже несколько лет в статьях или как-то внести в, значит, вот этот комплекс культурных прав как одно из прав, которые мы должны иметь, да, право на память. Потому что такое наша идентичность? Это наш язык, это наша память, это наше пространство. И если мы не будем, в общем-то, иметь право на все это, то мы не будем иметь право на идентичность. Да. Никто не должен решать за нас, где нам жить, как нам жить и на какие, да, условно, памятники носить цветы. Ну, тут такой очень момент, я не знаю, хотел рассказать еще про, если мы говорим про неоколониальность или про вот эту иерархичность, патриархальность, да, в городском пространстве, то, ну, мне хотелось бы сказать, мы вот делали исследования по урбанонимам, то есть названиям в городском пространстве, в первую очередь названия улиц и памятников, то есть кому эти памятники, именно изучали вообще репрезентацию женщин, то есть именно, и там очень интересный момент, ну, тут нельзя говорить, спекулировать, говорить, что вот там Астана только такая, это в целом в мире такая есть проблема, что по-прежнему, например, мы продолжаем, если мы сейчас переименовываем даже, да, например, улицы или называем их по-новому, то женщин в городском пространстве, например, критически мало. Например, в Астане, вот по результатам нашего там анализа, да, 2% только улиц, которые имеют гендерный признак, они посвящены женщинам. И часть этих улиц, то есть они еще советских времен остались, то это бывшие революционерки или какие-то героини войны, да, там, Великой Отечественной, то есть там Алия Мулдагулова, Маншук Меметова. И так интересно, что даже вот скульптуры, монументы, если они тоже имеют женский признак, то их еще меньше, и чаще всего там также используется вот этот вот подход, когда женское тело эксплуатируется просто. То есть она всегда либо олицетворяет родину, либо она какая-то жертва, да, там вот у нас, например, в Астане есть монумент жертвам голода и репрессий, и там центральная фигура — это женщина, она жертвенна всегда, она всегда как объект какой-то. И это такой тоже момент, что в целом тут много подходов, есть фем, да, урбанистические исследования, и вот мне кажется, это такой комплексный подход, потому что мы не можем сказать, что да, там, деколонизация там, или как бы демократизация, да, которая нам нужна, она должна касаться там, только каких-то там городских пространств, и давайте переименуем все улицы там, в честь казахских батыров, да, но здесь такой, опять же, момент, что это должна быть инклюзивность, демократия и вот опять же, да, справедливый город, то есть где все группы представлены и все группы имеют право на видимость, на вовлечение и принятие решения. Мне кажется, это прозвучало как хороший итог, потому что я хотела суммировать тоже. Это то, что по сути мы можем называть деколониальностью, деколониальной оптикой — это любые какие-то изменения, но если эти изменения улиц, памятников происходят неосознанно, то это все равно имеет очень мало смысла, потому что нам нужно переосмысливать
прежде чем все это делать. И другой момент, который я тоже хотела подметить, это то, что в целом у меня было, оказывается, очень другое представление о том, что такое деколониальная урбанистика, но сейчас оно очень сильно поменялось, потому что в этом не разбиралась до того, как с вами поговорила, и это о свободе, наверное, выбора человека, и об ответственности, о понимании ответственности за свой город, за свое пространство, и которого не было в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе все строили, все тебе давали, и ты очень мало решений принимал. И мне кажется, сейчас то, что мы можем сделать, это начать принимать решения за себя, и мне кажется, это очень деколониально, и вот переосмысливать все, что у нас есть, и только таким образом что-то менять. Потому что сейчас очень многие деколониальные движения в Кыргызстане, в Казахстане, мы много говорим о том, чтобы, особенно о переименовании улиц, районов и так далее, но, как ты и сказал, очень мало вот этих деколониальных оптик, они на самом деле используются, чтобы как-то переосмысленно подходить к этому. Вот такой у нас получился эпизод о урбанистике. Очень интересная тема о том, чтобы подумать об этой сфере через деколониальную оптику. Надеюсь, вам тоже было интересно. Оставайтесь с нами и смотрите наши другие эпизоды о деколониальности. Всем пока, увидимся в следующий раз.